Больше 5000 проданных экземпляров на Алиэкспрессе. Пиарят каналы от 500 подписчиков до 700 тысяч подписчиков. И это уже не смешно. Нет блогеров с живыми подписчиками, которые купят эту штуковину сами для обзора. Не верю, что телефоны третьего эшелона могут покупать люди из интернета себе сами. Это не OnePlus для того, чтобы о нем рассказывать. Я у Медиджи даже не писал. Они мне написали сами, прислали телефон, и я его для вас разыграю, но после обзора. Телефон не полный хлам, выглядит прилично, альтернатив ему море и лучше тоже есть, но вы не на мою исповедь пришли, а чтобы услышать результаты обзора. И по делу. Ширик у камеры есть, пусть она и тормозит. Примеры видеосъемки, фото и тестов производительности я, как всегда, вам покажу в ролике. Даже услышите, как у него работает микрофон на записи. Из основных плюшек сходу это дизайн, мне лично он зашел, цена, макрообъектив, объективов, кстати, здесь 4 и чистый Android. У меня работало все, начиная от камеры и заканчивая монодинамиком. Лагало, но я бы не сказал, что больше, чем мой Redmi Note 7. Я, возможно, буду немного лоялен, но вы всегда помните, что этот бренд ниже дна. И то, что этой модели больше 3 месяцев, значит, под нее уже кое-как допилили ПО. Так что давайте будем откровенными. Те, кто покупают телефоны по $100, имеют не особо большой выбор. Разблокировка по лицу работает, с закрытыми глазами экран не активируется. Асфальт 9 долго, но запускается. Уничтожает батарею, правда, он мега быстро. PUBG Mobile включился, но играть в него невозможно. Увидите пример. Лагает люто. Cube 621, всем привет, вы на канале Польза.нет, канал мой личный, домашний, меня зовут Саня. Любой девайс тестирую в меру своих интеллектуальных возможностей и фантазии. Результаты показываю вам в обзорах. Не претендую на монополию правды, но цифры не врут, и это главное. Подписывайтесь с колоколом, на канале в розыгрыше еще 12 топовых девайсов, условия в описании к видео. Для участия в розыгрыше этого телефона стандартно лайк, подписка и репост. А сегодня я расскажу вам о телефоне, который вы очень часто видите в рекламе на Алиэкспрессе. Это у Медиджи A7 Pro. Упаковка, конечно, у него красивая. На этом по мне плюсы заканчиваются. Шучу, их и не было. По цифрам здесь все относительно, но для начала комплект. Телефон, инструкция, зарядник на 10 Вт. Выглядит он удручающе, но работает. Кабель для зарядки Type-C и максимально позорно-колхозный чехол. Сразу его на выброс. Первое, на что я обратил внимание, это наличие входа для наушников мини-джек. Это неплохо. Я бы даже сказал хорошо. Инфракрасного порта здесь нет. Динамик 1, как вы понимаете, звук, конечно же, моно. Довольно громкий, но звучание дешевое. Об этом я буду несколько раз повторять. По железу. Здесь я про железо хотел бы упомянуть на фоне тестов. От того, что на заборах тоже много чего пишут. Вот список программ, которыми я мучил данный телефон. Основное. Внутри телефона 4 камеры и древний процессор. Сходу, надеюсь, из уважения к труду не вырубите этот обзор. Ведь процессор здесь MediaTek Helio P23. И модель это мало того, что медиатековская, так еще и 2017 года. Не вырубили? Спасибо. Так вот, 110 тысяч в Antutu он выдает, но для игр это просто смерть, хотя даже 9 асфальт у меня заработал. Лаги, видите сами, играть можно. Школьники, наверное, точно будут играть, если им дать это дело в руки, но не все. Wi-Fi и 4G работает, при зарядке греется, не дико, но прилично. Зарядником от OnePlus заряжал его ровно 2 часа с 0 до 100%. Просадок по интернету лично у меня не было. 100 гигабайт свободного места доступно. У меня версия на 128 гигабайт. В наличии есть также на 64 гигабайта в продаже. На 4 гигабайта оперативы я бы даже здесь не смотрел. Она здесь древняя. LDDR3. Разработки 2013 года. В рекламе почему-то пишут, что здесь LDDR4. Но это все забора, как мы правильно с вами уже решили в самом начале. По камерам. Здесь их 4. Даже ширик есть. Третий раз об этом повторяю, потому что это удивительно. В пикселе 4 у меня нет, а в этой лабутене есть. Обидно. И можно даже долго не описывать характеристики, но лучше посмотреть, как снимает эта камера и как у телефона работает микрофон. И тест того, что может записывать микрофон во время ходьбы у телефона у Медиджи. Это, наверное, будет совсем дико, потому что ветер довольно сильный, рядом катают машины, плюс телефон так неплохо трясется, потому что он не легкий, и плюс скользкий. Сказать об этом девайсе и, наверное, никогда к этому бренду больше не возвращаться, плюс вы сможете совершенно великолепно его у меня выиграть. Вот. А так вы микрофон услышите, и картинку посмотрите, и на трамвайчике, и на более-менее свеженький
район Санкт-Петербурга. У меня камера не лагала. По функциям портрет, видео, слоумо, ночь, панорама. Ночью все ужасно, тест даже вставлять не буду. Днем, видите сами, фокусировка долгая. Но в то же время даже мой Huawei P40 Pro долго фокусируется, поэтому, учитывая цену, объективно камера неплохая. И микрофоны неплохие. Собеседник слышит меня отлично во всех условиях обстановки. Съемка ведется в максимум в HD качестве, никаких, конечно, здесь 4К нет. Экран нормальный размер 6,3 дюйма. Капля, как и у всего бюджета. Я, в принципе, уже привык. Плотность пикселей достойная. 409 ppi, 60 Гц. Разрешение экрана Full HD+. При изменении угла обзора цвета слегка темнеют, что я считаю, в принципе, не критичным. Заводская защитная пленка ужасно, я ее снял. Фильмы смотреть можно и комфортно. Динамик моно низкого качества, но не шипит. Вибро просто убожество, не знаю, где они его достали. Дешевле, наверное, просто не бывает. NFC, конечно, нет. Процент брака высокий, хотя, мне кажется, отзывы они чистят. Сканер отпечатка пальцев медленный, время работы около 2 секунд. По лицу разблокируется быстрее в раза 3. На закрытые глаза сканер лица не реагирует, что хорошо. 2 светодиода у фонарика, обои слизаны с телефонов Redmi, выглядит неплохо, жаль, не оригинально. Видеоускоритель Mali G71 MP2, тоже очень все плохо с ним. Wi-Fi 5G берет, но ловит не фонтан. Довольно часто переключается на 2,4 ГГц. Батарея день держит, емкость у нее 4150 мАч, на YouTube при 100% яркости 16% срезает только в шум в час. При зарядке телефон очень бодро греется, но не критично, в руки брать можно. Внутрь можно запихать 2 сим-карты и microSD. Никакой защиты от влаги заявленной здесь нет. 4G он от сети ловит, цвета 2, GPS, конечно же, есть. YouTube загружается быстро и просто, видите сами как. Хоть на что-то у него производительности хватает. Android 10 версии на борту, обновления приходят очень редко. Мультитач не с лучшим сенсором, но если отключить скриншот экрана 3 пальцами, телефон можно нормально тестировать. Многие об этом забывают в обзорах, к сожалению. Цена по ссылке в описании к видео: на 64 гигабайта версию $119. На сейлах его реально купить дешевле $90. Резюмирую, брать однозначно не советую, это не сарказм. Играть в телефон невозможно. Максимум, на что он способен, это снимать супер домашние видео, которые вы не будете потом смотреть и воспроизводить. Дешевкой не выглядит, но даже если вы купите его за $90, перепродать, если он вам не зайдет, получится очень тяжело. Это не именитый бренд, его никто не знает, это как Лемфа. Услышал Лемфа, беги, не покупай. Понятно, что Bluetooth и Wi-Fi работает, вроде и все, как у всех. Но когда разница в 2000 рублей между брендами хотя бы второго эшелона и третьего, у Medici, конечно же, третий, нужно брать второй. По отзывам, основная часть их фанатов из Латинской Америки, а мы вроде бы живем не там. 112 тысяч в Antutu не показатель, а просто цифры. Телефон по факту лагучий. Лучше выиграете его у меня в конкурсе, чем покупаете. Проведу конкурс либо когда это видео наберет 3000 лайков, либо 30 октября. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал и пишите, что еще купить на обзор. Главное, Samsung Buds Live не покупайте. Тестирую. Вердикт. Позорные уши. Обзор на следующей неделе. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.